сегодня мы готовим торт красный бархат. Конкретно здесь у нас будет красный бархат, но с этим же рецептом вы можете с таким же успехом создать синий бархат, желтый бархат, зеленый бархат и вообще любого цвета бархат. Да. Сейчас мы в первую очередь сделаем желе. Вообще для желе на самом деле можете использовать любую ягоду, да, то есть мы просто сегодня используем малину. Вы можете использовать любую другую ягоду, которая вам понравится. Для приготовления желе нам понадобится кукурузный крахмал, сахар, пюре малины и ягоды малины, и также желатин. Так, мы залили желатин холодной водой, то есть нам абсолютно не важно его количество, главное, чтобы вода была полностью ледяная, потому что наш желатин не должен разбухнуть. И как только, вы видели, что он был пластмассовым, но как только он становится готовым, как вы видите, он становится желеобразным, он не разбухает, значит, он готов к использованию, и мы его, собственно, будем сейчас использовать. Итак, приступаем к приготовлению желе. Для этого нам понадобится сотейник, плита и, собственно, то, без чего современный кондитер не может обходиться, это пирометр. Выглядит он вот таким вот образом. Вы можете использовать либо инфракрасный пирометр, как у меня, его можно купить в обычном строительном магазине, либо в кондитерском, либо щуп, которым, собственно, я думаю, которого, возможно, видели у бабушек, то есть своих или у себя, то есть которым тоже можно точно так же измерять. То есть есть контактный, есть бесконтактный. Что мы делаем дальше? Нам необходимо смешать кукурузный крахмал с сахаром. Это нужно сделать обязательно, потому что если вы добавите отдельно крахмал, отдельно сахар, просто-напросто крахмал будет комочками, и вы не сможете его разбить. Поэтому мы смешиваем крахмал с сахаром, перемешиваем. Мы перемешиваем его. И сейчас начинаем на маленькой или средней скорости нагревать наше пюре. Пюре я настоятельно рекомендую сначала нарезать кубиками, то есть не класть отдельный большой монолит, потому что если вы положите большой кусочек, то он у вас начнет где-то уже подгорать, где-то будет он холодный. Поэтому старайтесь помельче лучше нарезать ваше пюре, ну, если оно после заморозки. Естественно, если оно уже растаяло, то этого делать не нужно. Итак, мы нагреваем пюре. Смотрите, по поводу порошкового, гранулированного и листового желатина мы отмеряем пропорции 1 к 5. То есть, если написано 10 граммов, мы берем либо 10 граммов листового желатина, либо мы берем 10 граммов порошкового желатина и заливаем его либо 1 к 5, либо 1 к 6, в зависимости от количества блюм, от его силы. То есть либо заливаем 50 миллилитрами воды, либо 60, в зависимости от того, какой у вас желатин. Когда мы подогрели до 35, в принципе, и 40, мы начинаем смешивать наш сахар с крахмалом, постепенно подсыпая. Перемешиваем венчиком и доводим до загущения. Ваша масса должна быть от 60 до 90 градусов, чтобы ввести в нее желатин. Потому что именно при этой температуре у нас желатин очень хорошо дает свои свойства. Если же у вас будет выше 90 градусов или меньше, то у вас хуже будет процесс желирования. Поэтому настоятельно рекомендую использовать пирометр. Диаметр торта коржей будет 16 сантиметров, а сам торт, то есть, будет чуть побольше, потому что мы еще будем покрывать кремом, то есть он будет примерно 17-17,5 сантиметров, как получится. Мы с вами нагрели, вот у нас пюре стало густым благодаря крахмалу. У нас здесь с косточками за счет ягод. Мы проверяем температуру, у нас 78 градусов, и мы можем вводить желатин. То есть мы берем наш желатин, отжимаем его от воды. Вы можете либо на сито положить, либо вручную отжать. И добавляем наше пюре. Желатин тут же у нас расходится в пюре. Мы хорошо перемешиваем. И сейчас будем разливать наше пюре. Для этого нам понадобится
металлические неразъемные кольца, ровная поверхность и пищевая пленка. Вот эти подносы продаются в Икее, они вообще потрясающе подходят для обычных холодильников, морозильников. Поэтому они ровные, удобные. Я советую, если у вас есть рядом Икея, их приобрести. Диаметр начинки у нас будет меньше диаметра торта, то есть 16 сантиметров диаметр бисквита, 14 сантиметров у нас будет диаметр нашей начинки. Для того, чтобы... Так, сейчас я измерю... сколько у нас получилось начинки. Здесь обязательно каждый раз измерять, потому что нам необходимо понять, сколько у нас желе, и чтобы у нас было ровное количество, потому что если будет неровным, то в торте это тоже будет видно, а нам хочется именно красивого, аккуратного, ровного разреза. Поэтому мы выкладываем. У нас получилось 396, 150, 195, 198. По 198 миллилитров будет у нас начинка. Также сразу хочу вам сказать, что не отмеряйте ровно 198, лучше отмерить 196, потому что чуть-чуть останется на лопаточке, чуть-чуть останется на кастрюльке, на форме, поэтому пару граммов делайте в запасе. Так, немножечко перелила. Все. И сейчас, когда мы отмерили, у нас все будет готово. Нам нужно обернуть кольца пленкой, потому что если мы просто нальем сейчас колечко, у нас все растечется. В этом нам поможет пищевая пленка. И также колечки нам необходимо обмазать водичкой, чтобы у нас пленка хорошо прилипла. Для этого мы все смазываем. Берем пленку. Ой, у нас тут пленку. Я испортила нам пленку, походу. Так. Отрезаем. И сейчас мы натягиваем пленку как на барабан. То есть нам необходимо, чтобы у нас все было ровно. Натягиваем. Вот, собственно, я сейчас натянула убираем лишнее, натянула нашу пленку как на барабан и переворачиваю пленкой вниз, чтобы у нас начинка наша не вытекла. Также вы можете подморозить заранее формы, чтобы у вас начинка, как только вы наливали, она тут же фиксировалась и не выливалась дальше вообще никуда. Вопрос. В тортах, в которых несколько ярусов, лучше красный бархат класть снизу или сверху? Вообще, именно вот этот рецепт красного бархата, если вы будете делать его без какой-либо начинки, то есть чисто бисквит-крем, его можно класть и на нижний ярус, и вообще в любой ярус, потому что он очень крепкий, устойчивый. Единственное, если вы сделаете толстые коржи, не тоненькие, и не сильно будете их пропитывать, потому что любой бисквит, если сильно его пропитать, и если сделать его тоненьким, за исключением является медовый торт, такие по типу медового торта, то тогда вообще, у вас любой торт может развалиться, если будут тоненькие и хорошо пропитаны. Натянули еще один. Еще вопрос. Да. Я использую отвешенную сметану от 20% крем-чиз вместо сыра из магазина. Получается необыкновенно вкусно, очень нежно. Как вам такая замена? Здорово. Честно, не пробовала на сметане, но знаю, что 30% сметана очень хорошо взбивается, как сливки. Поэтому выливаем наше желе. Какой фирмы у вас духовой шкаф? У меня Electrolux, и сейчас вот буквально на днях нам придет конвектомат Unox. Вот, так что у нас будет и духовка, и конвектомат. Вот. Так, да. Мы вылили нашу начинку, и сейчас мы убираем ее в заморозку. Конечно же, в идеале, чтобы у нас сначала остыла при комнатной температуре наша начинка, и только после этого мы относим в морозилку. Но наша морозилка уже ничего не страшно.
Да. Что, начинку мы с вами сделали, поставили в заморозку. То есть вместо малины у нас может быть любая другая ягода. Может быть и клубничная начинка, и черносмородиновая. И даже, возможно, вы захотите добавить туда манго. Вот, поэтому абсолютно любая она может. Вопрос. Можно приготовить красный бархат без конфи? Можно, конечно. Вообще изначально мы его всегда готовили без конфи, без желе, без вообще любой начинки. Просто именно на вебинаре решили его немножечко, так сказать, сделать поярче и, ну, как дополнительно показать вам, как, собственно, можно еще его дополнить. Итак, сейчас мы с вами будем делать бисквит. На самом деле, красный бархат – один из самых популярнейших вообще тортов у нас и на продажу, и вообще, когда люди, ну, то есть спрашиваешь, какой торт тебе нравится. Первое, что приходит, это красный бархат. То есть он настолько популярный и распиаренный, как какие-нибудь украшения Сваровски или Тиффани, что людям зачастую приходит в голову сразу торт красный бархат, какой-нибудь торт сникерс, торт шоколадный. Поэтому я думаю, что если вы никогда не готовили торты, не пекли, вообще там, не говорю сейчас о домашних кондитерах, а вообще в целом, то, я думаю, стоит начать именно с этого торта, потому что он очень вкусный и довольно-таки простой в приготовлении. Итак, для нашего бисквита нам, в принципе, понадобятся довольно-таки простые ингредиенты. Нам понадобится мука, сахарная пудра, сливочное масло, яйца. Нам понадобится сметана, какао, ванильная пудра, либо можете использовать эссенцию, либо семена нашего ванильного стручка. Также нам понадобится соль, сода и разрыхлитель. Итак, начнем с того, что смешаем все наши сухие ингредиенты. То есть можно не отмерять их в отдельные баночки, чашечки. Это мы просто, чтобы вам... Ой, я насыпала. Не туда, я думала, это мука. Ладно, сейчас мы выложим. Я пока могу озвучить вопрос. Давай. Почему сначала меряете в миллилитрах, а потом граммы начинки? Что, не поняла немножечко вопрос? Ну он именно так и звучит. Почему сначала меряете миллилитры, а потом граммы начинки, не совсем поняла. Не понимаю вопрос. Хорошо, задайте, пожалуйста, еще раз. Да, задайте его по-другому. Я измеряю на весах и граммы, и миллилитры одинаково. То есть у меня нету, что я в миллилитре измеряю в миллилитрах, а граммы в граммах. Итак, не туда начала сыпать, перепутала муку с сахарной пудрой. Первое, что мы делаем, это масло с сахарной пудрой. Мы взбиваем. Смотрите, масло у нас 82,5%, поэтому здесь очень важно масло не перевзбить. То есть оно не должно быть слишком мягкое. Мы используем его размягченное, но не слишком мягкое. Оно не должно быть прямо, что вот и потечет. Итак, мы начинаем взбивать. В идеале вы достали из холодильника, нарезали на кубики, постояло масло полчаса и его использовать в бисквит. Итак, у нас... Можешь показать вопрос. В перчатках обязательно работать? Нет, на самом деле, снимаю видеоуроки, я уже так привыкла работать в перчатках, но на самом деле перчатки гораздо быстрее становятся грязными, лучше мыть часто руки. Как долго можно хранить начинки в морозильной камере? На самом деле довольно-таки долго. Зависит от вашей совести. Вот. А в целом в наших обычных морозилках желательно, не больше месяца хранить вообще начинки, то есть это прям максимально. Мы взбиваем масло с сахарной пудрой. Как только масса начинает собираться вокруг венчика, мы начинаем добавлять по одному яйцу. Взбивать можно на средней-высокой скорости. Добавляем по одному яйцу. Это делается для более воздушной массы нашего бисквита. Собственно, поэтому мы просеем обязательно сахарную пудру и муку. Итак, мы взбили масло с яйцом. Здесь очень важно не перезбить. И еще один очень важный нюанс. Мы меняем насадку нашего миксера, потому что если вы будете взбивать дальше, продолжать вот с таким венчиком, есть вероятность, что вы перебьете масло, и у вас вот эти будут крупинки, когда отделяется масло и сыворотка
от жира, от основной массы, поэтому мы меняем насадку. В обычных ручных миксерах это тестомесы, это такие завитушки, это может быть крюк, это может быть лопатка. Итак, и сейчас мы смешиваем все наши сухие оставшиеся ингредиенты, кроме сахарной пудры, и добавляем частями эти ингредиенты в наше тесто. Кстати, есть вопрос, почему не сахар, а сахарная пудра? Потому что гораздо быстрее растворяется сахарная пудра, и получается, ну, для меня, мне консистенция больше нравится именно сахарной пудрой. Спрашивают, если ягоду поменять, граммовка такой же остается? Да, но единственное, меняется, естественно, сахар, потому что под другую ягоду, да даже малину, на самом деле, я вам рекомендую именно под себя подстраивать, потому что малина бывает разная, бывает кислая, бывает сладенькая, ну, конечно, чаще бывает кислая, вот, поэтому рекомендую под себя сахар подстраивать. Итак, мы частями начинаем добавлять нашу сухую смесь на маленькой скорости. Маленькая, средняя. У нас вот такая маленькая у них. Как будто бы. Можно ли использовать подсолнечное масло в бисквите? Можно, но не в этом. Смотрите, все, что вы будете менять в этом бисквите, это ваша интерпретация. Сейчас мы добавим краситель. Его можно добавить и когда масло с яйцами взбили, и на любом этапе, в принципе, можно добавлять наш краситель. Единственное, вы еще будете разбавлять его сейчас сметаной, поэтому цвет чуть более насыщенный должен быть. Но в конце вы также можете добавить краситель снова. То есть вот я сейчас сделала такой, видно, нет? Насыщенный цвет. Сейчас можно убрать. Да, видно. Отлично. Можно убрать сейчас нашу плитку. И мы добавляем сметану. Яйцо цельное или отдельно белки, отдельно желтки? Цельное. Если бы было отдельно, я бы вам обязательно об этом сказала. Нет, цельное. Обязательно ли использовать и соду с уксусом, и разрыхлитель? В этом рецепте да. Естественно, в других можно не использовать. То есть сейчас у нас получился вот такой цвет. Вы можете регулировать сами, как вам захочется, то есть добавить еще чуть больше красителя, либо добавлять совсем чуть-чуть. То есть, опять же, повторюсь, красный бархат – это просто краситель в вашем тесте. То есть вы можете добавить его совсем чуть-чуть, можете добавить много, но если вы добавите очень-очень много, то ну, это краситель, и он будет потом красить язычки. Вот, поэтому мы добавляем краситель, и сейчас мы в самом конце добавляем уксус. Уксус мы не гасим в ложке, соду точнее, мы не гасим в ложке уксусом, потому что тот химический процесс, который у нас происходит в тесте, точнее в ложке, он должен происходить в тесте. Поэтому мы в самом конце добавляем уксус. Это относится ко всем бисквитам, не только к этому. Насколько сильно поднимается бисквит, как классический или меньше? 1,5 раза, смотря что вы понимаете под классическим. Для кого-то это бисквит королевы Виктории, для кого-то масляный, для кого-то вообще шифоновый обычный. Скажите, какао алкализованное, и в чем разница использования обычного и алкализованного какао? Вообще, на самом деле, советую прочитать про алкализованный какао в Яндексе или в Гугле. Но алкализованный какао, он лучше впитывается в жидкости, он более насыщенный цвет дает, и ну, вкусовые, на самом деле, еще в зависимости от какой алкализованный какао, то есть, да, будет у вас хорошего качества или не очень. А вообще в кондитерке лучше, конечно же, использовать алкализованный какао. Вот. Он, ну, выигрывает по многим позициям, поэтому именно его советую использовать. Вот уже несколько раз задали вопрос, как печь бисквит, красный бархат, чтобы по бокам не потемнело. Ну, смотрите, как и любой другой бисквит, он темнеет по краям, поэтому здесь либо вы будете его очень-очень-очень-очень долго печь на маленьком огне, хотела сказать, вот, на маленькой температуре, но это вас не обезопасит от того, что будут в любом случае немножечко темные края, потому что, ну, бисквит запекается, это нормально. Если вы хотите прям яркие, красивые, голые края, то есть, ну, у нас не сильно запекаются края, вот,
то просто можете обрезать чуть меньшим диаметром потом кольцом, и у вас будут со всех сторон яркие красивые коржи. Итак, мы приготовили наше тесто, и сейчас я вам покажу. То есть его консистенция, она получается очень воздушная, но при этом очень плотная. То есть консистенция воздушная, плотная. Вот как вы видите, оно прям еле сползает с моей лопатки. То есть именно вот таким должен быть этот бисквит, который мы готовим именно по этому рецепту. Красный бархат, еще раз покажу. Видно там? Видно. Все, отлично. И сейчас мы будем его выпекать. Выпекаем мы в заранее разогретой духовке, как и все остальные бисквиты. Для этого нам понадобится, то есть мы уже заранее, как только еще не начался вебинар, мы поставили на 180 градусов нашу духовку. И сейчас нам понадобится фольга, нам понадобится высокое неразъемное кольцо. Почему именно высокое, почему неразъемное? Потому что в нем проще, дольше, то есть, точнее, в нем проще выпекать бисквит, и не нужно по несколько раз его выпекать. То есть поэтому у нас очень много разных колец. Естественно, если у вас нет высокого, вы можете выпекать несколько раз маленький. Этот бисквит может стоять без выпечки около часа. Потом в нем начинают происходить свои химические процессы, и бисквит внутри за счет соды, разрыхлителя, соединения с уксусом будут образовываться большие пузыри, и тесто будет не сразу, но киснуть. Поэтому его ни в коем случае лучше не класть в холодильник и на следующий день выпекать, то есть выпекаем сразу же, и дольше часа не держать его при комнатной температуре. Можно ли заменить краситель свекольным соком? Как я уже говорила, вы можете заменять, но как бы в любом случае будет свой привкус, будет свой цвет, уже не красный. Я не смазываю форму ничем, то есть фольгу, если у вас хорошая плотная фольга, то вам не нужно знать, какой стороной, то есть без разницы будет. В любом случае отойдет за счет масла. Мы выкладываем тесто и слегка его разравниваем. Многие разравнивают чуть-чуть по центру и все. Нет, здесь нужно разравнивать прям к углам. Таким образом мы больше себя обезопасим, чтобы у нас получилась просто огромная горка, а по краям вот осталось. То есть таким образом мы больше отправляем в край, нежели чтобы у нас росла как вулкан сердцевинка. Разровняли. Какао-баре используете 2 или 3? 3. Я использую 3. Еще раз хочу сказать, вопросы повторяются, пересмотрите вебинар, и все пропорции граммовки будут в рецепте. Мы его вышлем после вебинара. Так. Какая высота кольца для выпечки? 10 сантиметров, стандартное колечко. Выпекаем в один подход, спрашиваю. Да, если у вас вот высокая, как у меня, форма, то выпекаем мы в один подход. Много вопросов. Можно ли обычным миксером взбивать и на какой скорости? Конечно, можно. Смотря, что вы имеете в виду под обычным миксером. Вот если вот такой, я вообще против, чтобы использовать такие в приготовлении бисквитов и кремов. Это не миксер, это, так сказать, подмиксерие, потому что либо ручной, либо планетарный. Все, здесь другого не дано, к сожалению, чтобы сделать хорошие бисквиты, хорошие крема. Итак, мы убираем духовку при 180 градусах. У нас режим конвекции, потому что конкретно у нашей духовки режим вверх-вниз. Я ставлю посередине всегда. И ставлю выпекаться на 50 минут, а потом мы уже будем смотреть, потому что бисквит выпекается от 45 минут до часа, может быть, часа 10, в зависимости от вашей духовки, от ее мощности. И возвращаясь к тому, что на некоторых духовках лучше печь в режиме вверх-вниз, а на нашей режим вверх-вниз просто горит все напрочь, поэтому мы используем режим конвекции. У кого-то режим конвекции не подойдет, поэтому здесь нужно пристраиваться, подстраиваться под свою духовку, потому что как только она у нас появилась, мы сожгли первые партии бисквитов, потому что мы пробовали и так, и уменьшали температуру, но потом нашли для себя идеальный режим, поэтому сейчас выпекаем именно на этом режиме. Итак, как вы уже поняли, наш вебинар не будет длиться 8 часов, он будет идти часа 2, поэтому мы заранее выпекли бисквит.
Потому что помимо того, что его нужно выпечь, его нужно полностью остудить, охладить. И вот смотрите, например, пока я стою в перчатках, у меня здесь и мука, и что только не было, поэтому на самом деле я буду менять периодически перчатки, но в целом чистые руки – это гораздо лучше, чем постоянно быть в перчатках. Поэтому защитники, почему вы без перчаток, на самом деле, ну, здесь, смотря с какой стороны посмотреть. Итак, вот таким выпекается наш бисквит. Как вы видите, у него нет огромной шапки. Бисквиты мы храним обязательно в пищевой пленке, прям вот обязательно, запомните, потому что, во-первых, таким образом бисквиты не впитывают никакие запахи. Во-вторых, ваш бисквит всегда будет мягким, то есть не будет корочки. Также очень-очень важно, чтобы бисквит хранился в холодильнике, в вакуумном, либо в пленке, ну, самое идеальное в пленке, либо в коробке, либо в пластиковом контейнере. Вот. Также мы убираем в пленку после выпечки, когда бисквит будет слегка теплым. То есть если вы берете сильно горячий, то у него будет слишком много конденсата внутри образовываться, и бисквит изначально будет слишком мокрым. То есть для некоторых видов бисквита это подходит, но не для всех. То есть бисквит, конечно же, еще будет сам по себе забирать влагу, будь здоров. Но если вы изначально его слишком сделаете мокрым, не для всех бисквитов это подходит. Итак, что мы сейчас делаем? Чистые перчатки. Мы сейчас будем нарезать наш бисквит. И, как и думаю, кто видел уже меня ранее, знает, что я использую кондитерскую струну. Признаю только ее, я не признаю ножи, лески и так далее, потому что там везде присутствует человеческий фактор, то есть глазомер. Где нет-нет, да чуть-чуть можно съехать. То есть и с ножом, даже вот эти конструкции, где для ножа устроено все. То есть с этим самые минимальные риски с такой струной. Естественно, если у вас идеальный глаз, да, вы можете и струной, и леской, и ножом резать, но, к сожалению, не у всех такой идеальный глаз. Вот, кстати, по поводу фольги, она очень легко снимается у нас с нашего бисквита. То есть мы не убираем фольгу сразу же после выпечки. То есть, как видите, у нас здесь хорошее красивое донышко, то есть оно не у нас не масляное. То есть с ним все хорошо. Итак, наш бисквит. Почему именно струнающий? Потому что здесь можно регулировать высоту. Наш корж будет 2 сантиметра. Далее, как мы работаем с этой струной? Собственно, нужно обязательно держать оба конца на столе, то есть чтобы наша струна не прыгала. И мы ведем как будто бы пилой, то есть мы не ведем вот так ровно, потому что если в бисквите есть какие-то кусочки, есть кокосовая стружка, орешки или что-либо еще, вы можете зацепить, порвать, сломать бисквит. Поэтому это делаем аккуратно. Мы делаем насечку. Если ваш бисквит, например, есть у нас бисквит, который без у нас сливочного масла, он на яйцах, то есть там он сам по себе такой упругий, резиновый, нужно сначала сделать надрез и только потом резать. Также бисквит обязательно должен быть только из холодильника, потому что, как вы видите, у меня практически нет крошек. Если вы будете пытаться резать теплый бисквит или горячий, он у вас весь будет в руках разваливаться. Поэтому мы аккуратненько режем струной. Струна эта продается даже сейчас у нас чуть ли не в Ашане, в Окее, в кондитерских магазинах, в Метро. То есть вот такой у нас ровненький, красный, получается красивый внутри бисквит. Как вы видите, края у нас немножечко здесь запеченные, но при этом, если смотреть сверху, то у нас нету некрасивой черной корочки. То есть он у нас мягкий, нежный, нету у нас коричневых прям краев. И мы таким образом нарезаем 3 бисквитика. Если вдруг вы чувствуете, что ваш бисквит может в конце порваться, придерживаем струну пальцем и ведем в одну сторону аккуратненько, чтобы у нас здесь ничего не порвалось. Алина, говорят, что вебинар чудесный, а ты супер. Спасибо большое. Итак, и 3-й корж мы нарезаем аккуратненько. Все. В торт мы используем, смотрите, в чем отличие домашних тортов от тортов, которые уже у нас, ну, минимум на заказ. Мы не добавляем вот такие вот корочки в наш торт, потому что у нас изделие должно выглядеть как магазинное, красивое. То есть эти шапочки вы можете использовать
хоть на десерты в стаканчиках, хоть на кейк-попсы, хоть с чаем скушать, да, то есть все что угодно с ним можете делать, но ни в коем случае мы не используем неровный корж в наш торт, то есть мы используем только ровненькие красивые бисквиты, все, без исключений. Ну, единственное, если вы не делаете прям совсем для своих, для домашних, а так, ну, как бы все должно быть очень красиво и эстетично внутри. Итак, следующее, что нам понадобится, сейчас мы с вами сделаем крем-чиз. Наш крем-чиз будет идти и в начинку, и снаружи. То есть для этого нам понадобятся сливки, нам понадобится сыр и нам понадобится сахарная пудра. Здесь и внутри, и снаружи? Здесь сколько грамм? 600. 600 это снаружи только. Еще нужно 400 и 100 внутри. Так, да. Так, сейчас мы будем взбивать там для выравнивания и для начинки. Вопросы есть? Да, я слушаю. Можно ли делать двухъярусный красный бархат, не развалится? Девушка боится, потому что первый заказ, и заказали ее первый торт такой. Да, конечно, можно. Сейчас мы доотмерим еще сюда ингредиенты, и пока как раз я поотвечаю на ваши вопросы. Да, мы сделаем сейчас пропитку. Вообще, смотрите, для пропитки, для самой простой пропитки нам понадобится только сахар и вода. Это самая нейтральная пропитка, которая может быть, потому что в целом нам для пропитки необходимо, чтобы коржи были влажные. То есть самая суть пропитки – это для влажности коржей. То есть, а дальше уже идет следующий фактор. Например, если вы хотите подсластить ваши бисквиты каким-то вкусом, то есть, например, ягодным сиропом, мороженым талым, каким-то компотиком, то есть чем хотите, можете пропитать. Но самое нейтральное – это вода и сахарная пудра. То есть, опять же, вы можете пропитывать даже просто водой. Поэтому здесь... Если у вас, допустим, изначально не сладкие бисквиты, допустим, шоколадный, да, какой-то прям такой насыщенный темный, то вы можете подсластить побольше водичку, и у вас наладится баланс по сладости. Если же, наоборот, у вас сладкие бисквиты, то сладость, ну, не нужно лишнюю добавлять. Алин, для этого процесса коржи должны быть видны целиком сейчас? Нет, в принципе, да, нет, не надо, да. А где пульверизатор у нас? Сзади, все хорошо. Для пропитки мы используем обычный пульверизатор для цветов. Можете купить любой. По поводу двухъярусного торта, что-то был вопрос. Да, можно делать красный бархат. Девушки заказали, это ее первый торт, она боится, что развалится. Да, конечно, можно. Нет, он не разваливается, очень хорошо держится этот торт. Опять же, не пропитывайте сильно и не делайте коржи тонкими. То есть лучше не меньше 2 сантиметров. Вообще лучше не делать коржи меньше 1,5 сантиметров, то есть это вот прям, ну, грань. Сейчас мы не говорим о таких тортах, как медовый, то есть именно о таких, о бисквитных. Итак, пропитка готова. Сейчас мы сделаем крем. И уже крем я делаю насадкой лопатка. Все, у нас готовы все ингредиенты. И крем-чиз у меня максимально простой, не нужно взбивать отдельно там сливки, отдельно сыр. Мы кладем всю массу, собственно, поэтому не подойдет миксер, который у нас погружной, потому что масса большая, он просто-напросто ее не возьмет. Все ингредиенты должны быть из холодильника, и сыр, и сливки, и сахарная пудра. Мы просто складываем их все вместе и взбиваем. В зависимости от вашего миксера и его мощности будет зависеть время, сколько вам нужно взбивать. Сейчас я немножечко перемешаю нашу массу, чтобы мне не полетела сахарная пудра в лицо, потому что миксер мощный. А ты можешь мне задавать вопросики? Да, вопросиков у нас много. Например, шпажкой проверять готовность. Да, готовность проверяем сухой палочкой. Если у нас не прилипает ничего к палочке, то, собственно, бисквит готов. Несколько участников интересуются, всегда ли нужно пропитывать коржи? Обязательно ли? Вообще я пропитываю всегда. Даже те, которые влажные, чуть-чуть их нужно пропитывать, потому что все равно, таким образом вы себе точно обеспечите хороший пропитанный торт. Многих интересует, что если у бисквита горочка, вот, что и он трескается после выпечки, и он немного трескается сверху.
Это в зависимости от того, сколько трескается. Вообще, это тесто кексовое, и оно априори должно трескаться. То есть, в принципе, в кексовом тесте это нормально. То есть, если же у вас совсем большой разрыв, ну, то есть там прям разлом такой произошел, то, во-первых, это либо слишком много муки, либо у вас, опять же, вы тесто неравномерно распределили, и в центре было больше, и этот центр и ушел, а поскольку ему некуда было распределяться по углам, он пошел вверх и там треснул. Еще раз повторю, что в кексовом тесте это нормально, он в любом случае будет идти, то есть маффины почему всегда трескаются, да, почему кексы трескаются, потому что это особенность кексового теста. Итак, мы начинаем взбивать наш крем-чиз. Полетело в меня. Мы начинаем взбивать на маленькой скорости, постепенно увеличивая среднюю и средневысокую. Как только у нас станет очень плотная консистенция, этот миксер, в принципе, за пару минут справляется, даже, может быть, меньше. Я вам покажу, что происходит с ним в итоге. Вопросики? Нужно ли в холодильнике дозревать такому бисквиту или лучше сразу собирать? Вообще, мы делали и так, получается вкусно, хорошо. То есть главное, чтобы он был холодный, остыл. А в целом, в принципе, бисквитом лучше дозревать в пленке, в холодильнике ночь, чтобы он полежал. И вот тут вопрос, будет ли в этом случае вкуснее торт? Ну, торт в любом случае будет вкусный, вне зависимости от того, вы его будете бисквиты, чтобы у вас лежали в холодильнике или нет. И так вкусно. Можно ли начинку замораживать не в кольце, а в силиконовой форме? Можно. Многие жалуются, что у них бисквит крошится. Как это исправить? Ну, меняйте рецептуру, добавляйте другие ингредиенты, что-то больше, что-то меньше. Здесь в зависимости... Ну, смотрите, здесь же... Сейчас вам покажу, что у нас получается. В зависимости от ингредиентов. То есть здесь... Вообще, на самом деле, это база, которую нужно знать. То есть почему, допустим, мы не можем просто убрать какао из бисквита шоколадного, и все, и чтобы у нас получился ванильный бисквит. То есть это за редким исключением некоторых рецептов такое может быть. А в целом, то есть от того, что вы убираете какие-то ингредиенты, если вы убираете жир, то есть, допустим, масло какое-то, то нельзя его просто убрать, его нужно обязательно заменять чем-то, и именно жиром, не просто жидкостью. Можно ли делать... Ой, прости. Нет, то есть совершенно другая будет уже текстура вашего бисквита. Можно ли делать коржи из цветной муки? Это что такое? Что за цветная мука? Можно покрасить бисквит, но цветная мука, это что такое? Смотрите, какой у нас получается крем-чиз. Он у нас получается плотный, густой, он у нас не падает с нашей лопатки. Главное его довзбивать, то есть поскольку у нас миксер мощный, это происходит быстро. А если же у вас миксер слабенький, ручной, то, скорее всего, вам не 2 минуты, как мне понадобится, а минут 5-7, может быть, даже 10. Поэтому, если у вас не довзбивается крем-чиз, то повзбивайте еще. Но, опять же, хочу сказать, что чем меньше количество вашего крем-чиза, если вы берете совсем там 200 граммов и 50 граммов, то сыр и сливки становятся быстрее, теплее, и у вас будет менее устойчивая масса. То есть чем больше масса всего крем-чиза, тем более устойчивый будет крем. Итак, у нас готов крем-чиз, у нас готова пропитка, готовы коржи. Готовы наши начинки. Сейчас я выложу сразу нужное количество крема для начинки в кондитерский мешок, чтобы лишнего не брать. Можно ли использовать маскарпоне вместо сыра? Нет, я не рекомендую делать крем-чиз с маскарпоне, потому что у них, во-первых, разная жирность, во-вторых, маскарпоне похож на масло, то есть и его очень легко перевзбить. Так, мы сейчас... Можно ли из этого теста делать кексы? И подойдет ли тесто для капкейков? Да, конечно. Мы, собственно, так и делаем. Так, нам нужно 250 на начинку. У меня разъемная форма, всегда подгорает дно. Посоветуйте что-нибудь. Смотрите с режимом, регулируйте его. Возможно, вам нужно понять, откуда у вас идет жар. Если он идет снизу, значит, повыше нужно ставить противень. Если у вас, наоборот, откуда-то сверху быстрее подгорает, то ставить снизу. Ну и плюс с газовыми духовками, там отдельная история вообще. Тут очень интересный вопрос, можно ли бисквит
печь мультиварки? Можно? Почему нет? Пеките на здоровье. Пеките на здоровье, да. Очень много вопросов, какой у тебя миксер, нравится тебе KitchenAid, как ты его оцениваешь? Вообще, мне нравится KitchenAid, миксер у меня KitchenAid. Точно такой же миксер я буду, кстати, скоро разыгрывать на своем новом базовом курсе кондитерском, где у нас будет тоже куча, возможность выиграть кучу призов. Вот. И да, мне он очень нравится, он меня устраивает. То есть на самом деле, допустим, SMAC, KitchenAid, Kenwood – это те фирмы, которые, ну, действительно лидеры на рынке, и очень хорошо, у них очень хорошая качественная техника. То есть это не обязательно может быть KitchenAid, но именно планетарный миксер, гораздо больше планетарный, это не обязательно KitchenAid. Это значит, что он вокруг своей оси крутится. То есть такие миксеры могут идти от 3-5 тысяч рублей, полностью пластмассовые и в любом видео. Вот. А здесь это именно полупрофессиональный миксер, то есть у него внутри все из металла, большой срок гарантии. И, ну, мне действительно миксер KitchenAid очень сильно нравится, я его прям советую. Поэтому, если вдруг у вас есть вопросы, кому-то Kenwood нравится, кому-то Borg нравится. То есть здесь на самом деле вот эти миксеры стоят 55-65 тысяч, но у того же Kenwood в его линейке, ну, не меньше стоят миксеры, то есть точно так же там 40-50 тысяч рублей. Можно ли перевзбить крем-чиз? Крем-чиз довольно-таки сложно перевзбить, опять же, только если у вас будет маленькое количество. Но либо если у вас будет... Ой, не так укладываю. Сыр, сливки, ну, то есть, допустим, если сливки у вас не нужны, ну, не для взбивания. Вот, ну и зависит от сыра, конечно. То есть... Спрашивают про миксер с конвектором. Полезен ли он для дома? На самом деле, не могу сказать именно прямо о полезности такого миксера. Поэтому... Не знаю, честно, не знаю. Мы подготовили для начинки. Сейчас мы с вами берем... Я использую подложки не меньше 1,5 сантиметров толщиной. Миллиметров. Не сантиметров, миллиметров. А также мне нравятся двусторонние подложки, которые не картонные. То есть с одной стороны белая, с другой золотая. То есть можно спокойно потом подтирать, не боясь, что останутся жирные пятна, и их потом невозможно будет стереть. Также мне чисто с эстетической точки зрения больше нравится белая подложка, белый цвет, потому что на золоте не все цвета, не все смотрится красиво. Поэтому я выбираю белый. Также нам необходимо смазать нашу подставку кремом, чтобы в дальнейшем... Так, сейчас возьму колечко. Чтобы в дальнейшем, собственно... Так, сейчас вот здесь... Мы проводили эксперимент. Если вручную выстраивать торт, то он обязательно получится чуть-чуть кривоват, хотя бы на миллиметр. Поэтому я советую собирать торт именно в кольце. Также я советую использовать ацетатную пленку. Она плотная у нас, и высота у нее 10 сантиметров. Это делается для того, чтобы не морать кольцо, чтобы у нас все было чистенько, аккуратненько, красиво, ровно. Мы выкладываем это кольцо, закрепляем таким зажимчиком канцелярским, выкладываем наш первый бисквит. Первый бисквит лучше обязательно выкладывать тот, который был донышком, у которого запеченное донышко, чтобы у нас было меньше крошек, меньше грязи. Мы его аккуратненько вставляем вниз и начинку. Можно достать, пожалуйста? И начинаем пропитывать. Ставим обязательно режим распыления. То есть вот, ну, не струей, который бьет, а распылением. И здесь очень важный фактор. Не бойтесь слишком намочить ваш бисквит, потому что обычно при распылении у нас... Та влажность, которая сверху, она еще будет впитываться. То есть это не когда вы ложечкой наливаете, и у нас полностью до дна почти проходит сразу влажность. То есть нет, здесь можно не бояться и получше пропитать. А наши начинки, когда они подморозятся, мы вытаскиваем из колечек. Также можно положить в саму начинку ягоды. То есть чтобы они у нас, малина,
сильно, то есть можно без этого, можно с ягодками. Чтобы у нас малина сильно не растрепалась, а была именно кусочками, мы кладем ее в самом конце, когда у нас уже готово желе. Итак, мы снимаем с пленочки и укладываем наше желе по центру. Выложили его по центру. И сейчас мы будем наш заполнять кремом. Здесь также очень важно в первую очередь заполнить кремом вот пробел между желе и бисквитом. То есть мы заполняем этот пробел сначала, чтобы там у нас не было дырочки. Так, ставим наш бисквит обязательно ровно на подложке, потому что если вы ровно не поставите, при выравнивании вам будет потом сложно понять, где у вас толще, где тоньше. И остальную начинку мы распределяем по желе. Почему мы кладем бисквит именно на начинку? Опять же, глазомер. Если у вас уже отработанный и идеально шикарный глазомер, то вы без проблем можете сделать сначала подложку из крема и только потом положить начинку. Но если же у вас вы не отработали это до идеала, то я советую все же положить именно на бисквит, потому что бисквит у нас ровный, и любая начинка, которую вы на нее положите, она будет потом в итоге ровной. Если вы сделаете сначала слой из крема и потом выложите хоть орешки, хоть желе, есть вероятность, что он будет у вас немножечко неровный. Поэтому мы именно таким образом поступаем. То есть это вообще и для новичков, и не для новичков, то есть для кондитеров, кто печет, это очень хороший лайфхак, поэтому всем советую. Далее мы разравниваем аккуратно наш крем. Здесь нам не нужно прям вот выравнивать до идеала, потому что главное, чтобы у нас визуально было более-менее ровно и не было такого, что с какого-то края у нас перекос, то есть где-то слишком много, где-то слишком мало. Поэтому мы выравниваем. Вопросы. Угу. Можно ли использовать растительные сливки Шинтипак? Нет, я против растительных сливок, поэтому, это вообще, прям категорически против растительных сливок, поэтому я только за натуральные. Единственное ненатуральное в этом торте – это краситель, опять же, но вы можете этот бисквит делать и без красителя. Следующее, что мы делаем, это выкладываем наш следующий бисквит. Все точно так же, мы выкладываем бисквит, пропитываем. Прижимаем его. Здесь у вас, если вы неровно выровняли, у вас есть еще возможность доровнять. И я советую начинку выкладывать именно из кондитерского мешка, не обязательно два, то есть можно из одного. Таким образом у вас не будет крем весь в крошках. То есть когда вы начинаете ложечкой или там лопаточкой, мастихином или чем угодно начинать выравнивать, просто у вас все становится в крошках. Чтобы этого не было, мы везде используем кондитерские мешки. Итак, далее мы кладем снова начинку, то есть, повторяем все те же самые действия. А ты можешь, пока я буду это делать, задавать мне вопросики. Вопросики. Какой толщины адвокатная пленка? Сколько у нас микрон? Я даже не помню. 200? Сейчас Альбина посмотрит, и мы вам точно скажем. Можно ли другой крем для этого торта использовать? И какой? Можно, но вообще по классике в красном бархате идет именно крем-чиз. То есть он может быть на сливках, может быть на масле. 200, да, 200 микрон у нас толщина. Тут прям крик души. Коржи всегда сухие, но я их хорошо пропитываю. Подскажите, почему так происходит? Меняйте бисквит, возможно, в ингредиентах причина. Возможно, бисквит забирает слишком много влаги. Ставите ли вы иногда при выпечке на дно духовки емкость с водой? Нет, это делается только в газовых духовках, в электрических такого не нужно. И такая же температура для газовой духовки? Вообще, да, но опять же зависит от вашей духовки. Особенно с газовыми там нужно регулировать самостоятельно, смотреть, выпекать, то есть под них подстраиваться. Поэтому советую насчет газовых. Да, если у кого-то газовая, то обязательно ставим конденсат, ставим металлическую чашу с водой. Вот. И уже понять, есть ли гриль в вашей духовке. Если гриля нет, то мы ставим... обычно проблема, какие в духовке газовой. У нас сверху сырое, снизу уже горит. Вот. Чтобы этого не было, мы, собственно, ставим повыше. И
Повыше ставим само изделие и ставим внизу воду. Я не помню, задавал ли, но не пересластит ли такая пропитка торт? Нет, ни в коем случае. Мы же здесь не добавляем много сахарной пудры. Мы на 200 мл у нас примерно 1 чайная ложка сахара. То есть для сравнения вообще делают сахарный сироп и варят, там они чисто сахарные. Поэтому нет, этого не происходит. Можно ли использовать сливки 30% жирности? Если они для взбивания, если не взбиваются, то да. Если нет, то ну, просто-напросто у вас не получится плотного крепкого крема. Можно ли крем-чиз сделать на сливочном масле? Можно крем-чиз есть на сливках, есть на масле. Здесь, опять же, на любителя, кому как больше нравится. То есть мне просто нравится чисто по вкусу больше именно со сливками. Какова себестоимость этого торта? Считать нужно по вашим ингредиентам. Здесь в зависимости от того, какие вы используете продукты. Поэтому, ну, около 1000 рублей выходит он. Ну, 800 тысяч в среднем выходит. Тут вопросы про как желе будет держаться без крема на бисквите. Ну, спокойно, мы же его кремом закрепляем сверху и прижимаем. То есть он нормально, все хорошо держится, ничего никуда не уходит. Все, ровненький. Мы вновь пропитываем. Сейчас в идеале мы должны убрать его на ночь, покрыть его пленкой и убрать на ночь в холодильник, чтобы он ночь настоялся. Но поскольку у нас сегодня вебинар и времени у нас столько нет, мы уже снимаем, убираем ацетатную пленку. Вот так он ровненько, красиво у нас получается. Та-дам! Да. Вопросики? Я пока почищу сейчас здесь быстренько. Сколько грамм крема для каждого коржа? Ну, у вас все будет, а вообще, ну, в пропорциях не переживайте. Вообще в среднем 200-300 граммов нужно для начинки. Так, подскажите, почему при сборке торта после пропитки и смазывания крем-чизом бисквитная крошка тянется вместе с кремом? Опять же, возможно, вы выкладываете не через мешок. То есть мне нужно понимать, на каком это этапе, как вы это делаете, как накладываете. То есть здесь это все играет важную роль. Сливки 33% не взбиваются. Что делать? Брать другие сливки. Либо это, допустим, если это домик в деревне, их нужно очень долго взбивать. У них хороший натуральный состав, но безумно долго их нужно взбивать. Мы почищаем подложку, чтобы у нас не было крошек, чтобы наш крем не заморался. Алина, еще вопрос спрашивает, пропитывают только нижний бисквит или все? Ну, я же все пропитала. Так что пропитываем все. Ага. Итак, сейчас мы слегка крем, который вышел, делаем такую слегка маску для нашего торта, чтобы все крошечки. Когда он, видите, я, получается, выравниваю и все неровности заполняю. Вообще можно даже его голым делать, то есть провести сейчас большим шпателем, он будет красивый. Видите, чем у вас лучше вы соберете будет заготовка, то есть заготовка это значит вот то, что собираем в колечки, все ровненько, все красивенько, с ацетатной пленкой, тем ровнее будет ваш бисквит, и тем проще вам будет потом в итоге выравнивать. Поэтому, ну, я советую действительно приобрести все нужные инструменты, это не так дорого, но зато потом вы сами себя будете за это благодарить. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы берем снова кондитерский мешочек. Ты можешь вопросики задавать. Да, тут спрашивают, участницы предполагают, вернее, говорят, что, возможно, ты не пропитала второй корж, потому что тебя отвлекли, а я просто не знаю, как на это ответить. Да? Вот, я да. не знаю. Но может быть, я тебя коржи заболтал большим количеством вопросов. Да. Может быть, но пропитываем все коржи, да. Да, вот, дорогие участницы, пропитывайте все коржи. Это Да. важно. Где вы учились кондитерскому делу? На самом деле у нас, к сожалению, в России нету таких прям заведений типа университета, где... Я сейчас, кстати, накладываю крем-чиз в кондитерский мешок. Вот, поэтому изначально я, как и все, самоучка, училась дома, кучу продуктов выкидывала. Вот, а потом начала ездить на различные курсы. Последнее мое обучение было в Испании у Марии Селяниной.
и постоянно продолжаю учиться. Вот скоро, буквально на следующей неделе, лечу снова в Москву, учиться малазийским цветам. Вот, потом в ноябре лечу в Краснодар, на самом деле учусь постоянно у разных шефов, в разных городах, в разных странах. Вот, поэтому, ну, и вам советую действительно постоянно учиться, потому что, ну, что как не постоянная учеба делает нас разносторонне более развитыми. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. Нам необходимо наш крем покрыть, наш торт покрыть кремом. Делаем это в кондитерском мешочке, чтобы это было более аккуратно и красиво. Нам необходимо прям на торт насадить крем, то есть не просто где-то рядом, а прям в торт. И у нас не должно быть ни одного пробела, то есть не должно быть пробела между подложкой, пробела между нашими уровнями. То есть мы просто берем и начинаем вести. Также очень-очень важно, чтобы у вас, особенно если вы делаете в первый или там во второй, в третий раз, сверху было не меньше 5 миллиметров. То есть, потому что, когда мы будем потом снимать этот лишний слой, если вы заденете коржи, то у вас будут крошки, цвет покрасится. Нам это не нужно, мы это потом все равно уберем сверху на шапочку. Поэтому лучше делайте потолще, но не больше 1 сантиметра. То есть примерно 5-7 миллиметров лучше делать, опять же, если вы не профессионал и не делаете уже очень давно. То есть мы начинаем накладывать, сначала накладываем первый слой, и точно так же мы начинаем накладывать второй, третий, четвертый, пятый. Видите, как видите, без пробелов. А ты пока можешь мне задавать вопросики. Слушай, вопрос, кто ты по зодиаку? Очень приятно смотреть твои курсы. Спасибо большое, я телец. Вот, это не секретная информация, дорогие участники. Алина, телец. Какой срок годности у торта? Вообще, срок годности любого изделия 72 часа в среднем. Естественно, какие-то меньше, какие-то больше. Что означает 72 часа? Означает, что после 72 часов начинают образовываться бактерии, которые, возможно, не видны, не чувствуются для большинства. Но, например, если у вас проблемы с желудком, с кишечником, то через 72 часа есть вероятность отравления. Поэтому вы должны предупреждать своих клиентов. Просто у меня как бы родители едят мои торты там 2-3 недели, и у них все как бы отлично. А если я съем такой торт, то мне будет не очень хорошо. Поэтому после 72 часов нежелательно изделия использовать. То есть если, например, это изделия яичные с белком или заварные, то там, естественно, еще меньше срок годности. Вот. Какой вес тортика? Очень интересует многих участников. Вес мы в конце с вами посчитаем, потому что количество крема, которым мы покрываем в итоге торт, он может варьироваться, то есть чуть побольше, чуть поменьше. Поэтому в самом конце мы взвесим, сфотографируем, покажем вам разрез. Поэтому... Ура, разрез будет? Да, разрез будет. Обязательно будет. Я хочу сказать, что вижу все ваши вопросы, повторяющиеся вопросы не буду задавать, пересмотрите, пожалуйста, вебинар. При выравнивании торта чизом на сливках крем быстро начинает течь. В чем причина? Возможно, отлежался крем. Вообще такой крем, смотрите, сразу говорю, такой крем нельзя сделать, положить в мешок, убрать в холодильник и на следующее утро покрыть. Нет, он отсыревает из-за сливок, поэтому мы его обязательно должны покрыть сразу торт. И в таком виде мы уже можем наш торт оставить в холодильнике на ночь. То же самое с капкейками, то есть если вы приготовили шапочки делать на утро, то этот крем мы делаем прямо с утра, как вы видели, он делается недолго. И еще один важный момент, то есть, возможно, опять же, если он постоит немного, то, опять же, он отсыревает. Либо слишком высокая влажность, либо слишком тепло. Здесь либо от ингредиента зависит, то есть, может быть, перевзбили, то есть здесь зависит от многих факторов. Следующее, что мы делаем, после того, как довели до верха, мы делаем точно такой же толщины, то есть мы делаем каркас. Вообще для торта, чтобы у нас были ровные углы, нам необходимо сделать каркас. Если мы верхний слой сделаем меньше, чем остальные наши слои, то у нас не получится ровных красивых углов, поэтому мы накладываем наш крем прям таким вот образом. Здесь чуть больше крема мы сделали на всякий случай, и сейчас я просто покрою вверх, а обычно я просто снимаю с краев и уже с краев кладу в центр. Итак, следующее, что мне понадобится для выравнивания, это маленький и большой шпатели. Сейчас я промою маленький шпатель. Вопросики пока давайте. Да, можно ли замораживать бисквиты и насколько? Бисквиты можно замораживать, желательно не больше 2 недель, чтобы они лежали в заморозке. Очень важно, что после заморозки их нельзя убирать в комнатную температуру, они должны обязательно дефростироваться.
то есть что означает разморозиться в холодильнике. То есть мы можем доставать их на свет при комнатной температуре только после разморозки в холодильнике, иначе у нас бисквиты, вся влага, которая у нас заморозилась в бисквите, то есть наш лед, он сделает бисквиты слишком влажные, и они у нас распадутся. Алин, да? Спрашивают, что делать, если все родные прибавили уже по 5 килограмм в связи с моим увлечением? Начать продавать на заказ, и чтобы у всех других появлялся лишний вес, а не у ваших родных. Что, собственно, и сделала я, но на самом деле никому не помогает. Все равно все едят, хотя уже в меньшем гораздо количестве, потому что уже не могут видеть это все. Сейчас я их дозированно кормлю. Вот сам Альберт, он уже не ест, например, сладости. Альбина тоже, когда ко мне пришла, она прям подъедала все крошки, весь крем. Ну нет, имеется в виду, что было вкусно, ей нравилось, а сейчас уже типа: Альбин, что мы будем делать с оставшимся кремом? Господи, убери его, я уже видеть его не могу. И то же самое, к нам приходят, например, девочки на мастер-классы, и типа: Алина, вы что, собираетесь выкинуть эти остатки крем-чиза? У меня типа в семье они бы разлетелись вообще тут же сразу. Вот, поэтому, да, я не люблю сладкое, то есть уже я чисто пробую, дегустирую, зачастую даже уже выплевываю, потому что уже невозможно, очень много сладкого, особенно сейчас мы снимаем очень наш большой этот курс кондитерский, и у нас тут каждый день куча просто десертов и сладостей, поэтому мы их уже видеть особо не можем, но хотя очень вкусно, даже я, буквально мы вот сейчас снимали бисквитный торт, очень много разных, и мы просто облопались все, и было очень вкусно. То есть иногда можно, собственно говоря. Вот, что мы сейчас делаем? Мы берем большой шпатель обязательно. Я использую именно такой шпатель, мне им удобнее работать. Его можно купить в обычном строительном магазине. Держать его можно хоть так, как вам удобнее. Здесь очень важно, чтобы он стоял перпендикулярно подложке. И мы аккуратно, ровно начинаем снимать лишний слой крема. То есть мы начинаем выравнивать наш крем. И здесь вы сами решаете, какой толщины. Здесь важно, чтобы ваш торт не получился трапецией, либо колобочком, да, то есть таким. Очень важно, чтобы именно ровно держали ваш шпатель. Поэтому, собственно, мы начинаем вот потихонечку, как видите. А также очень важно, чтобы были именно ровные края. Мы торт как бы приглаживаем. То есть не просто видите, здесь ровненько у нас уже получилось. То есть я не просто вот так веду ровно, да, видите, от того, что я просто веду, вот эти зазубрины, они не исчезают. То есть я именно приглаживая, слегка придавливая, как бы так обнимая тортик. Ой, к нам кто-то залетел. Стало тепло, и все сразу повылазили. И мы, собственно, аккуратненько снимаем, то есть, когда у вас остается крем, мы его кладем, ну, вот этот со стеночек, мы его просто кладем сверху, и уже сверху он у нас выравниваем. Итак, все стеночки мы таким образом делаем, а ты пока можешь задавать вопросы мне, пока я это буду делать сейчас. Да, тут пишут, что ты очень простая, приятно смотреть на твой вебинар. Спасибо большое. Так, почему при выравнивании крем-чизом потом крем трескается? Крем у вас трескается, потому что бисквит забирает влагу, и это обычно происходит, я подозреваю, что у многих это происходит в холодильнике. Вы просто берете, ставите торт в холодильник, и за счет этого у нас образуется трещина, потому что это обычный сыр, и если вы просто сыр поставите в холодильник, вы увидите, что он тоже пойдет трещиной. Чтобы этого избежать, мы просто убираем торт в коробку, пластиковая коробка, обычная картонная коробка, и, собственно, у вас таких проблем не будет. Вот, я надеюсь, что после этих слов у многие вздохнули с облегчением и сказали: фух, наконец-то я поняла, почему это происходит. Вот. Можно ли покрыть этот торт велюром? Если да, то как, поверх топового крема? Можно, обязательно крем-чиз должен быть на масле. И остальное все то же самое. Примерно час замораживаете торт в морозилке и потом покрываете велюром по всем правилам велюра. Спрашивают, вы про бисквит не забыли? Про какой бисквит? Духовки. Нет, у нас же стоит таймер. Там все под контролем, представляете, дорогие друзья. Сейчас у нас современные духовки позволяют не следить постоянно за ним. Мы ставим таймер. Техника дошла. Крем-чиз почему пузырится? Сыр кремета, сливки 33%. Пузыриться, намешали, пересбили, неправильно выравниваете, то есть разные могут быть причины. Также вот что еще очень важно, когда вы накладываете крем на торт,
А если у вас где-то дырочки, и вы потом эти просто дырочки, почему, собственно, важно, чтобы не было изначально дырочек, вы эти дырочки начинаете заполнять кремом, там образуется воздух, и при выравнивании у вас потом может образоваться такой пузырь, потому что вы запустили туда воздух, и когда вы начинаете туда-сюда водить, этот воздух там начинает шевелиться, то есть его обязательно нужно выпустить, то есть продырявить и выпустить, иначе он все равно потом, то есть, ну, более плотно там проходить, где вы наложили потом сверху. Ну, собственно, а вообще лучше изначально стараться не делать этих ошибок. Итак, что у нас происходит дальше? Мы должны выровнять верхушку чистым обязательно шпателем. Мы начинаем горизонтально. Вот здесь многие допускают ошибку, и мои ученицы, и вообще все, кто выравнивает. Вы начинаете выравнивать вот таким вот образом. То есть вот эти углы, они нам очень важны. То есть благодаря им у нас будет ровный, красивый торт. Но если вы наш торт будете вот таким вот образом снимать, то у вас будет, ну вот у вас не будет этих ровных углов. Поэтому мы держим горизонталь. Можно ли торт покрывать мастикой? Нет, под мастику нужен ганаш, то есть в креме у нас сливки, в сливках вода, и у нас просто-напросто с вами он потечет, мастик потечет. Смотрите, докладываем исключительно по горизонтали, то есть по горизонтали в бок, по горизонтали здесь. То есть мы не накладываем вот таким образом, не накладываем лопаткой, потому что вы все срезаете эти углы, а это не нужно делать нам. Поэтому мы сначала сейчас создаем ровную горизонталь. Обязательно смотрите, чтобы горизонталь была ровная. Все на самом деле здесь делают по-разному. Кто-то выравнивает вот этой лопаткой, кто-то, вот мне удобнее этим, потому что у него большая площадь выравнивания, поэтому мне с ним удобнее. Также, чтобы был крем-чиз прям идеально ровный, без единого пузыречка, без единых там линий, то есть лучше использовать крем-чиз на масле, он получается более гладкий. А под мастику нам необходимо будет делать ганаш с маслом, либо со сгущенкой, либо с шоколадом, поэтому здесь кто как больше любит. Мы выравниваем. Вопрос. Угу. То есть торт храним не в холодильнике, а на столе в коробке на ночь? Не в холодильнике, а на столе в коробке на ночь? Нет, в холодильнике, в коробке. Вы что, нельзя хранить торт при комнатной температуре? Там же у нас молочные ингредиенты. Ой! Ой, простите. С ногой. Давай. Можно ли торт покрывать мастикой? Я уже спрашивал. Да. Так. Крем-чиз пузырится, сыр кремета, сливки тоже спрашивал, да? Так, что-то Альберт маразм чуть-чуть. Алина, был момент, когда крем треснул спустя день, стоял в закрытой коробке в холодильнике. Почему это могло быть? Ну, возможно, опять же, ему не хватило влаги, если он просто так может стоять. Возможно, у вас был либо маленький очень слой был покрытия, то есть тогда, опять же, бисквит забирает влагу, и тогда будет трескаться, поэтому чуть больше нужно делать. Скажите, какой на вкус крем-чиз, не соленый? Нет, на самом деле для тех, кто пробует его впервые, он может показаться солоноватым, но в сочетании с бисквитом он получается очень таким сбалансированным. Что мы делаем дальше? Видите, как видите, я выпустила лишний крем, и сейчас я прохожусь по краю и снимаю этот наш лишний крем. А вообще в конце вебинара я расскажу вам про свой новый, на самом деле, я прям очень сильно переживаю, потому что расскажу вам про свой новый онлайн большой курс, который будет в начале октября, 9 октября у нас начало, и где у нас будет очень-очень много кондитерских изделий различных, будет вся база, весь мой опыт, все знания, и поэтому для тех, кому это интересно, в самом конце мы об этом расскажем. Можно ли покрывать зеркальной глазурью? Нет, не совсем советую, на самом деле, покрывать зеркальной глазурью. Но можно не полностью, а вот делать подтеки. Подтеки можно делать. Шпатель обязательно чистим постоянно, зачищаем, когда работаем, иначе будут оставаться следы. И теперь мы тихонечко чистым шпателем снимаем вот эти вот, которые вывели наверх. Чистый шпатель возьму.
Тут есть вопросы про мастер-класс по малазийской технике. Пока еще сама не научилась, поэтому мастер-класса пока не будет. Как только научусь, отработаю, только тогда обязательно будет, конечно же. Но пока это все, я еще поеду только учиться, и потом буду... Возможно, кстати, отработаю уже в процессе именно вот сейчас съемок нашего курса, и один из тортов будет уже с малазийскими цветочками. Там будет очень много разных декоров, все торты будут с разными декорами. Может быть, видели у нас недавно в Инстаграме мы делали и тортик пень, и у нас будет и жиоды, и космос, и блестками покрытый. То есть мы сейчас прям очень обширную делаем программу, и велюром покрытый торт. Будет ли вебинар по сникерсу? Да, следующий вебинар на следующей неделе будет у нас по сникерсу. Так что уже завтра, Альберт, или послезавтра, когда? Да, скорее всего, завтра уже будет. Скорее всего, завтра уже будет анонс на следующий наш курс. Вообще, на самом деле, мне важно, чтобы вы попробовали мои рецепты и поняли, нравится ли вам, чтобы пойти со мной дальше, то есть чтобы пойти в курс, потому что это очень важно для меня, чтобы, собственно, вы могли посмотреть, приготовить. И таким вот образом я выравниваю тортик, то есть сбоку, сверху, сбоку, сверху. Да, вообще, на самом деле, скорее всего, курс базовый и следующий за ним будет «Миллион на тортиках». Два курса, они идут в связке по бизнесу и базовый именно кондитерский. Скорее всего, они точно будут последними в этом году, и, скорее всего, до, наверное, весны ничего больше не будет. Ну, будут, возможно, бесплатные вебинары, будут, возможно, короткие онлайн-курсы. Вот, а так сейчас, на самом деле, у меня произошла печальная история довольно-таки с последним курсом онлайн, потому что был у меня курс по фитнес-десертам, вот, и на самом деле там происходили очень странные вещи, и немного не совсем для меня понятные поступки делали люди, и я даже подозреваю, что эти люди, возможно, будут сидеть сейчас в чате и писать какие-то негативные вещи, вот, поэтому для меня на самом деле важно, сейчас мы в любом случае стараемся вообще, сейчас курс, который мы делаем, он прям как никогда вообще заряжен любовью, энергетикой и очень крутыми рецептами, поэтому я прям в него сейчас всю душу вкладываю. И надеюсь, вам он тоже понравится, для тех, кто захочет пойти со мной дальше. Вопросы. Да. Сколько такой торт простоит без подтеков при комнатной температуре? Ну, у нас по-разному было. На самом деле, этот торт может хоть весь день простоять. Было такое, что на свадьбе его держали весь день. Вот. Он постоит, не потечет, то есть он будет держать свою форму. Единственное, ну, как бы, естественно, молочные продукты лучше так не держать, конечно же. Заказали торт для ребенка, попросили нежирный крем. Подойдет ли крем-чиз и какие есть альтернативы? Да, подойдет. Альтернатив, ну, как бы в любом случае вы будете использовать либо сливки, либо сыр, либо масло. То есть здесь как бы, ну, в любом случае на самом деле все будет жирным. Возможно, йогуртовые сделать, конечно, но как бы там в любом случае нужны будут сливки. А сливки это, ну, 33, 35, 38% жирности, если только не прям йогурт с желатином делать. В чем отличие малинового парфе от малинового желе? Ну, парфе это совершенно другое. Ну, вбейте в Яндексе. Да. Посмотрите. Что такое, да, ну, у них совершенно разные консистенции, совершенно разное приготовление. То есть, собственно, мы выровняли наш тортик. Я думаю, сейчас не буду здесь... Да, и вот многие спрашивали, будут ли брызги? Да, конечно. Сейчас, когда мы закончим, обязательно будут брызги. Так, у нас уже к ним все готово. Брызги на самом деле делаются очень легко и просто. Многие сейчас удивятся, насколько легко и просто. Все, мы наш тортик выровняли. Чуть-чуть подровняем.
как долго ягодной начинке нужно постоять при комнатной температуре до попадания в торт? Вообще, смотрите, именно бисквитные торты я не советую начинки промораживать, как для муссовых. То есть они не должны быть заморожены, ну, проморожены. То есть они должны быть... Сейчас я почищаю подложку, и мы будем украшать наш тортик. Собственно, как вы видите, ну, если исключить время охлаждения бисквита и заморозки желе, у нас тортик получается довольно-таки очень быстро. И его можно с утра начать делать, и к вечеру уже, или с ночи на утро, когда гости к нам придут, приготовить его. Брызги мы будем делать, цветные брызги с вами. Делать мы будем с помощью белого шоколада. Шоколад обязательно кондитерский. Белого шоколада и красителя. Я думаю, мы используем вот этот лиловый краситель, разных оттенков сделаем. И для того, чтобы сделать наши подтеки, нам необходимо растопить наш шоколад. Делать я буду это в СВЧ, в микроволновке. То есть мы берем шоколад, растапливаем обязательно импульсами. Шоколад у меня кондитерский, я использую какао-барри шоколад. Можешь, пожалуйста, дать упаковочку, я покажу. Мой любимый белый шоколад. Его можно купить только в кондитерских магазинах. Я вообще не советую использовать обычный магазинный шоколад. То есть он вот продается, может, в таких килограммовых, можно по 100-250 граммов, если вам совсем чуть-чуть надо. Вот, какао-барри, зефир. Есть еще бланк-сатин какао-барри, мне он тоже нравится. То есть мы ставим на 30-40 секунд в духовку, микроволновку, и, собственно, мы сделали торт сейчас за 45 минут, да, потому что у нас через 2 минуты закончится таймер за 50 минут. Вот, ничего себе. Вот, сейчас я ставлю микроволновку на 30-40 секунд, потом через каждые 10-15 секунд я буду перемешивать лопаткой. А в это время мне Альберт будет задавать вопросы. Можно ли подкрасить крем-чиз и какой использовать краситель? Да, конечно, можно. Можно использовать обычный водорастворимый краситель и подкрашивать им крем-чиз. То есть там буквально нужно, если используете гелевый Америколор, опять же, то понадобится буквально пару капель, ну и в зависимости от насыщенности цвета, который вам нужен. Подойдет ли сыр Милетто? Не знаю такой сыр, не могу сказать. Если у меня нет формы 16 сантиметров диаметром, а только 26 и 28, как определить количество граммов для больших форм? На самом деле здесь есть формулы, по которым мы высчитываем, но я советую приобрести поменьше, потому что 26-28 у вас там получится на 5 килограммов торт, то есть вам все нужно, перемножать, наверное, даже на 3, вот, на 2,5 где-то точно, чтобы получить коржи, даже на 3, я думаю. 2,5-3 раза, то есть это очень большие диаметры. Вот наш шоколад потопился. Еще один важный очень нюанс. Наш шоколад не должно... Сейчас, я соберусь. Наш шоколад – это жир, он не терпит влагу, не терпит воду, поэтому у вас должна быть полностью сухая, обезжиренная чаша, иначе, если будут капельки воды, всю порцию шоколада можно будет выкинуть. Итак, сейчас мы кладем снова в микроволновку наш шоколад, а ты пока задавай мне вопросики. На водяной бане можно топить? Можно топить шоколад? Можно в водяной бане, можно в микроволновке, кому как удобнее. Почему вы не рекомендуете магазинный шоколад? Потому что магазинный шоколад – это шоколадный продукт, там от шоколада настоящего практически ничего нет. Поэтому там не о том, что там содержание какао-масла, масса какао-бобов, там об этом вообще не стоит говорить. То есть у нас там… и плюс, смотрите, я думаю, вряд ли вы видели хоть один магазинный шоколад, который просто в микроволновке растопится вот таким вот образом. Я уверена, что тот шоколад, который вы пытались топить, он сразу растапливался комком, как раз-таки за счет того, что там нет почти какао-масла, за счет того, что там очень много различных добавок, которые нам не нужны. Поэтому я советую использовать, если вы хотите хороший, красивый торт, а уж тем более, чтобы он выглядел как у кондитеров с Инстаграма, я обязательно вам советую использовать хорошие качественные ингредиенты, натуральные, и также использовать хороший шоколад. Ну и все остальные продукты тоже. Мы сейчас еще раз на всякий случай наши чашечки высушим. Очень много человек в чате сказали спасибо за это время. Вот,
Пожалуйста. Концентрированно от всех передаю. Я очень рада, что нравится. Спасибо большое. Мне будет безумно приятно, честно, потому что я нахожусь в своем каком-то творческом кризисе. Мне будет безумно приятно, если вы напишите комментарий мне в Инстаграме под постом, который я напишу после вебинара из серии «У вас было так много, так здорово, мне так понравилось». Да. Мне будет очень приятно, если вы напишите свой отзыв об этом вебинаре, понравилось вам или нет, что вообще, как вам этот, собственно, урок. Итак, мы берем наш шоколад и разливаем его в разные наши чашечки. Чуть-чуть сюда. Вопрос могу задать. Да, давай. Так, можно ли шоколад топить в микроволновке на функции разморозка? Будь здоров. На самом деле можно, но можно и не на разморозке. Ну, то есть, по какой причине только разморозка. Итак, я добавляю пару капель обязательно жирорастворимого красителя, потому что шоколад – это жир, и подойдет только жирорастворимый краситель. Пару капель лилового нам дадут розоватый цвет. У нас, к сожалению, закончился розовый краситель, но мы вот благодаря фиолетовому немножечко… Ой, нет, здесь я уже переборщила. Здесь у нас будет фиолетовый, и мы сейчас в другом сделаем. Вот, я, собственно, крашу жирорастворимым красителем наш шоколад. Здесь мы сделаем слегка лиловый от этого, что у нас были разные оттенки этого цвета. Вопрос. Да. Несколько вопросов про кондитерские инструменты. Где покупать, где ты покупаешь, можно ли покупать в строительном магазине, где дешевле купить? В зависимости от чего, вообще на самом деле зачастую не обязательно покупать только в кондитерских магазинах, то есть можно покупать в строительных магазинах, какие-то подручные инструменты. Поэтому, да, что-то покупается в строительных, что-то покупается в кондитерских магазинах. Вот, что-то можно приспособить уже такое, что можно купить в обычных общем. Вот мы делаем разные оттенки. Лилового, фиолетовый. Сейчас вот здесь розовенький сделаем немножечко. Слушаем еще. Да, вот кто-то переживает за духовку. Не переживайте, потому что 50 минут ему все равно немного недостаточно, поэтому мы… Также при выпечке больше одного раза лучше не открывать духовку. Нет, он еще у нас не готов. У нас было 50 минут. Видите, у меня красная, окропленная бисквитом. Я поставлю еще даже минут 10. На самом деле даже наша духовка, которая вроде должна всегда выпекать по одной температуре, вот сколько раз мы выпекали здесь красный бархат, даже ей всегда почему-то нужно по-разному. Иногда 50 минут, иногда час, иногда час 10. То есть она такая у нас капризная барышня. Вот. Можно ли подкрасить крем-чиз и какой использовать? Я задал этот вопрос, да? Можно ли подкрасить крем-чиз? Да. Что скажете про шоколад Калибаут? Калибо хороший шоколад, мне он нравится. Но какао-бар идет на ступенечку повыше, поэтому уже поработав с какао-баре, не хочется возвращаться к Калибо, хотя у нас он есть. Просто какой-то шоколад подходит для мусса, какой-то для декора, какой-то для шоколада. То есть здесь… Так. При какой температуре сейчас работаете в помещении? Ой, мы не измеряли температуру. У нас сейчас просто открыто окно. Вообще у нас сегодня удивительное тепло в Уфе. Все, мы сделали разные оттеночки. Сюда еще можно добавить капельку. 2 капельки. Еще один вопрос. Можно ли красить не жирорастворимой добавкой Flowcat Amelie Color? Можно, но, опять же, честно, не всегда срабатывает она. Мы пробовали, делали, и пару раз было, что все равно в крупинки расходились. Поэтому мы как бы предпочитаем использовать жирорастворимые гелевые, либо сухие красители. Итак, сейчас будет самый важный ответственный момент. Альбина пытается попасть. Открой, пожалуйста. Заела. Итак, смотрите, мы сделали 4 разных оттенка. И сейчас, на самом деле, будет все элементарно просто. Мы берем наш торт.
Это один из простых видов декора, украшения. И просто берем, и главное нам резко, я, конечно, сейчас тут это устрою, как обычно, у нас наш фотограф Галя всегда включает церковную музыку под эти действия. Колокольный звон, у нее есть даже специальная уже музыка. То есть мы просто резкими движениями покрываем наш торт в разные стороны. Я даже, мне непривычно без Галиной музыки уже это делаю. Я могу включить. А? Нет, спасибо. А особенность еще этого декора в том, что мы можем не чистить потом подложку. Сейчас я на самом деле прям разошлась, и вся кухня у нас будет такая в шоколаде. Вообще это можно делать, конечно же, более аккуратно. Или ставить, допустим, коробку для муссовых десертов, которую мы покрываем контейнер. Либо, ну, стараться это делать очень аккуратно. В разные стороны лучше делать так, накрест, справа, влево, то есть чтобы это выглядело ярко, интересно, красиво. Спрашивают, есть ли у тебя любимый вариант декора? На самом деле мне сейчас так нравится экспериментировать, особенно в последнее время. То есть шоколадный декор мне сейчас нравится. Раньше я прям всегда стабильно делала подтеки шоколадные. Но, естественно, рано или поздно надоедает, и я начала вообще сейчас разные. Мне сейчас нравится жиоду делать, нравится велюром покрывать. По-разному вообще. И всякие единорожки, и ягодами. Вообще, конечно, самое всегда вкусное, идеальное – это свежие, красивые ягоды. Вот. Так что? Какой белый шоколад лучше использовать для цветных подтеков? Ну, я вообще использую либо, если это колибо, то мы берем колибо вельвет, не обычный, а вельвет. Так, это я использую, нет? Да, по-моему. Вот, а так я вот использую какао-барри, зефир, либо бланк-сатин. Собственно, наши брызги, вот так вот они делаются. По-моему, я еще вот этот, возможно, не использую. Спрашивают, можно ли кисточкой делать брызги или зубной щеткой? Да чем хотите можно делать на самом деле. Можно и... Тогда будут маленькие они, например, если мы берем кисточку, сейчас делаю Сергей. На том подоконнике Поставили. На кисточке будет очень-очень маленький, и шоколад, он на самом деле густоват для таких действий. Но можно. Здесь, конечно, будут более проблемно это все делать. Спрашивают, можно ли использовать детские фруктовые пюрешки для желе? Можно, но вкус будет, честно, специфический. Мы по себе знаем, потому что чистая ягода, свежая, и которая уже концентрированная, ну вот, которую сделать, немножко отличается. Поэтому я за все-таки более натуральные. Мне не понравилась кисточка, поэтому я сейчас докончу свои манипуляции с тортом. Все, я, как обычно, все за... Что сделать, чтобы ягоды на торте не обветривались? Покрываем нейтральным гелем. И все. Ну, это про разрез, если мы говорим. Итак, видно там торт? Видно. Отлично. Сейчас я все-таки за собой почищу. И покажу вам разрез. Чтобы вы понимали, что не так все на самом деле страшно тут. Будет в ваших курсах работа с велюром? Вообще, да, конечно. Вообще в курсе там будет очень много муссовых тортов, бисквитных тортов, вообще маленьких десертов, больших, то есть про транспортировку, про сборку. То есть, ну, мы обо всем прям будем говорить. Курс, на самом деле, будет очень обширным. И вообще сразу хочу сказать, что сегодня мы не будем говорить, чтобы вы сразу покупали, оплачивали. Мы будем записывать на предсписок, чтобы у вас не было эмоциональной покупки, чтобы у вас было время подумать, чтобы у вас было время собрать деньги, кому нужно. Вот, опять же, обдумать все, потому что это очень важно, потому что когда человек идет на эмоциях, потом он всяческими обманными методами пытается забрать обратно деньги, поэтому мы хотим, чтобы все было обдумано вами. Итак, сейчас мы решили
сильно не заморачиваться с декором, потому что торт и так уже переполнен. То есть здесь есть у тебя. Здесь очень важно. Так, у нас там по времени как 7 минут еще. Здесь очень важно не переборщить, потому что сам торт, как вы видите, он уже наполнен яркими красками. Если мы еще будем нагромождать большим количеством декора, это будет не очень красиво. Мы просто украсим его клубникой. Я не буду сейчас ее даже обрабатывать. По поводу зелени вы можете ее отрезать, можете не отрезать. Естественно, если без зелени, то удобнее кушать, но с зеленью он смотрится более ярче. Итак, я просто сейчас, наверное, украшу клубникой наш торт. По поводу того, что торт белый и у кого-то выбелен, в записи будет видно лучше. Вот. Потому что мы транслируем через интернет, ничего страшного. Так. А также, когда вы покрываете ягодами, очень-очень важно, чтобы разрез был наверх, потому что ягоды продолжают выделять жидкость, и далее у вас просто-напросто отсыреет под ягодой шоколад или крем. Да, свет нам не сильно помогает. Как относитесь к живым цветам на торте? Я отношусь хорошо. Опять же, смотрите, здесь каждый сам принимает решение, как к этому относиться. Их мы изолируем, то есть обматываем стебли, сам стебель мы обматываем тейп-лентой флористической. Вот, поэтому здесь кто как к этому относится. Потому что, опять же, химии вокруг нас на самом деле в обычных даже продуктах гораздо больше, чем в тех же цветах. И вреда от них может быть. Поэтому каждый сам решает для себя, как он к этому относится. Потому что кто-то прям категорически против, кто-то вообще за. То есть, у всех разное к этому отношение, и не нужно под одно подстраиваться. Я отношусь довольно-таки лояльно к цветам, мне нравится. Плюс я творческий человек, я кондитер, и, естественно, новые решения мне нравятся. Мы украсили тортик. Та-дам! Дай, пожалуйста, нейтральный гель. Я покажу, как мы от заветривания наш тортик спасаем. А еще Алина спрашивает, как ягоды держатся на торте, надо ли их специально чем-нибудь скреплять? Нет, они держатся на шоколаде, на креме, то есть вот так выглядит нейтральный гель, он бывает прозрачный, бывает такой вот, его надо чуть-чуть топить. Мы берем нейтральный гель, я возьму сейчас его на тарелочку немножечко сюда. И мы просто проходимся аккуратно по ягодкам, чтобы у нас не заветрились сами ягодки. Диоксид титана можно добавлять в крем-чиз? Для чего? Диоксид титана, кто не знает, это белый краситель. И поэтому крем сам по себе получается белый, поэтому, в принципе, здесь нет надобности. Но если вы будете смешивать с другим цветом, то тогда, да, у вас получится просто нежные пастельные тона. Какая фирма нейтрального геля? На самом деле покупаем мы развесной, производитель Италия, не написано какая фирма. Мы покрыли. Та-дам! Наш тортик готов. И сейчас я покажу вам разрез нашего торта, который получается. Мы снимем. Вот такой у нас получается тортик. Сейчас видно там вам? Поближе, может быть, его? Да, к себе возьми чуть поближе. К себе? Угу. Сейчас я отрежу наш торт и побегу вам после этого его показывать и рассказывать о нашем курсе новом. Мы не взвесили. Давай сначала взвесим. Давай, да. Так, хватит такой? Или... Нет, на том не будет. Где у нас ничего можно сделать? Вот что-нибудь. Давай вот это рекламу. Наверное, видишь? Сейчас мы взвесим вес наш конечный тортика. 200 у нас получился торт.
И сейчас я покажу вам разрез нашего торта. Оп. Та-дам! Так, куда бы его поставить? У нас тут ягодки малины и крем-чиз чуть-чуть подморал наше желе, но я надеюсь, вы видите, что у нас ровненький слой. Ой. Держи эту яночку, пожалуйста. Кто-то просит срочно отослать этот кусочек им, ей. Так, мы сейчас чуть-чуть подчищу я. Так, у меня салфетку. Ну, нету, да? Ну, ладно. Мы чуть-чуть подчистим наше желе, чтобы вам было лучше видно. Кто-то говорит, что это сказочно красиво, красота. Ура! О, салфетки. Ура. Подчищаем. Ну и плюс, как бы, наш тортик еще не настоялся на самом деле. Крем уже мягкий, когда он холодный. Вот. Такой вот у нас получается тортик. Видно вам там, видно? Та-дам! Мы с вами приготовили от и до наш красный бархат. Как видите, у нас получается ровные коржи, ровный разрез, крема одинаковое количество.